Привет, армия. Поклонники Джикука, у которых нет конкретных доказательств их отношений, продолжают ждать контента от компании. Он полон лжи и потерь. Они постоянно разоблачают себя. Они неоднократно позорят себя, потому что их заявления беспочвенны, и все же они упорствуют. Кружка, которую Чингук видел во вчерашней прямой трансляции, принадлежит бренду Лакнлак. Чингук владеет ею и пользуется ею с 2023 года. Многие узнают ее по другим прямым трансляциям. Кружка стала вирусной, как только появилась, и, как обычно, ее быстро раскупили. Влияние Чингука снова стало очевидным, когда генеральный директор компании упомянул, что кружка была самым продаваемым стаканом. Это показывает, насколько силен эффект Чингука, других причин нет. Теперь поклонники Джикука празднуют идею о том, что Чингук взял кружку из кофейни отца Чимина. Они пытаются связать все со своим повествованием, они снова явно разоблачают себя, они пытаются подогнать реальность под свое воображение, как будто у их корабля есть дно, когда на самом деле его нет, ситуация иная. Отец Чимина увидел, как кружка стала вирусной, потому что ее использовал Чингук, затем выпустил новые версии в желтом, бирюзовом и фиолетовом цветах. Добавив логотип своего магазина, повысив цену более чем на 10 тысяч вон, это действие произошло после того, как она стала вирусной, не до этого. Это не имело никакого отношения к тому, что Чингук использовал кружку по личным причинам, связанным с Чимином. Но фанаты Джикука ничего не проверяли, они просто следовали своей собственной истории, распространяя ложные утверждения, чтобы подпитывать корабль, который не является реальным и никогда не будет. Поэтому не верьте тому, что они говорят, не провоцируйтесь на то, что они показывают, все это бездоказательно. Давайте продолжать верить в Текука, потому что только их отношения имеют ясные, прямые, последовательные знаки, и они сами их дали. По ним очень скучают, время без них кажется долгим, но это также знак того, что этот разрыв не будет длиться вечно. После тяжелых времен всегда приходит что-то лучшее, и поддержка остается, потому что Тэхён и Чингук никогда не дают повода усомниться в их близости. Текук знает, когда нужно появиться, когда промолчать, когда сказать что-то без слов. Сейчас самое время каждому спросить себя, почему они следуют за ним, почему им не все равно, почему они остаются непоколебимыми. Текук – это два человека, которым суждено идти бок о бок, они доказали свою стойкость, им не нужны ложные доказательства, им не нужны выдумки, им не нужны надуманные теории, им просто нужно быть собой, и этого более чем достаточно. Некоторые джикуки слишком воодушевлены, аюшур, они видят камеры, свет, съемочную группу и делают поспешные выводы, которых нет. Это просто грандиозная постановка. Когда камеры останавливаются, все возвращается на круги своя, и за пределами съемочной площадки ничего не меняется. Некоторые джикуки также нервничают. Несмотря на годы постоянных сигналов, эта группа часто сомневается, особенно когда дело касается Чингука. Но Чингук всегда их решает, он заканчивает трансляцию, уходит домой, возвращается в свое личное пространство, и этого достаточно, чтобы успокоить тех, кто действительно верит. Появились и другие комментарии. Текук не способен открыто проявлять привязанность. Они живут в среде, где каждый жест анализируется, вырезается, редактируется и переосмысливается, но они всегда оставляют мелкие детали для тех, кто обращает на них внимание. В последней трансляции Чингук сказал «мама миа», по-итальянски спонтанное выражение, которое он редко использует. Несколькими днями ранее Тэхён тоже говорил по-итальянски. Небольшое совпадение, которое ощущалось как едва уловимое эхо, то, что заставило фанатов улыбнуться. Еще одна деталь всплыла, когда один из фанатов упомянул пасту пастичи. Чингук мог бы проигнорировать это, но решил прочитать. Его реакция была нежной, милой и полной тепла, как будто он затронул воспоминания. Фанаты вспомнили Тэхёна, который ел круассан в Париже, выглядевшего таким спокойным и сияющим. Если публика была тронута этим, представьте, что должен был чувствовать Чингук. Эти простые, лишенные драмы отношения удерживали внимание поклонников. Им не нужно было ничего грандиозного, лишь небольшая, но последовательная схема. Текуку не нужно прилагать больших усилий, чтобы донести свои сигналы. Их подход спокоен, последователен и уверен. Их отношения не зависят от камеры, они не зависят от сцены, они не основаны на сравнении. Они на том, как они выглядят, говорят и реагируют друг на друга, когда никто ничего не требует. Другие отношения могут казаться живыми только на съемках или в хореографии, но отношения Текука ощущаются живыми даже после того, как камеры выключены.
Поклонники ценят, что Чингук не пытается поддерживать близость вне работы, если это что-то не значит, это делает их отношения более ясными, и именно поэтому поклонники Тэкука всегда спокойны, терпеливы и внимательны. Им не нужно делать больших заявлений, потому что того, что уже есть, достаточно. Достаточно, чтобы поддерживать веру в то, что отношения остаются крепкими, скрытыми, но настоящими. На протяжении многих лет поклонники замечали, что у Чингука и Тэхёна уникальный способ смотреть, искать и прикасаться друг к другу. Это не меняется ни камерой, ни другими людьми, это не натянуто, это не надуманно, все течет. Их маленькие жесты говорят громче, чем длинные заявления. Чингук не делает того же самого ни с кем другим. Тэхин знает, когда подойти, и эта привязанность наводит на вопрос, почему так трудно отписаться от них. Реакция публики часто различается. Один и тот же жест воспринимается по-разному в зависимости от того, кто его делает. Если это Тэхин или Чингук, многие критикуют. Если это Чимин, все кажется приемлемым, демонстрируя, насколько субъективными могут быть мнения. Но моменты Тэкука превосходят все это, их близость не зависит от подтверждения, все кажется естественным, простым и честным. И под всем этим есть что-то, что понимают только те, кто действительно внимательно следит, что-то, что нельзя опровергнуть другими теориями, что-то, что нельзя замаскировать ложными рассказами, что-то, что продолжает сиять, несмотря на течение времени. У Тэкука всегда был свой собственный ритм, который невозможно подражать, невозможно скопировать, невозможно воссоздать. Когда мир шумит, они молчат, когда другие спорят, они позволяют мелочам говорить. Когда мнение выходит из-под контроля, они стоят непоколебимо, достаточно сильные, чтобы позволить истине найти свой собственный путь. Со временем все больше поклонников понимают, что для такой близости не нужна грандиозная сцена, не нужно публичное признание, не нужна победа в войне мнений, достаточно того, что двое всегда найдут дорогу друг к другу. Чингук с его тихой нежностью, Тэхён с теплым спокойствием, вместе они создали язык, понятный только им, язык, который не нуждался в переводе, он просто чувствовался. В конце концов, дело было не в том, кто кричал громче всех, не в том, кто выдвигал самые драматичные теории, не в том, кто пытался убедить других. Дело было в том, кто оставался последовательным, кто говорил действиями, кому не нужно было придумывать историю. И в этом Тэкук оставался стоять на том же месте, которое было спокойным, твердым, непоколебимым. Те, кто следовал за ними, понимали, расстояние – это не конец, тишина не означает исчезновение, пауза не означает расставание, потому что то, что реально, не нуждается в зрителях, то, что истина, не нуждается в признании. То, что реально, живет тихо. Итак, когда время наконец сведет их на одном экране или в одной комнате, не будет никаких объяснений, не будет никаких прояснений, все будет ощущаться как следующая страница бесконечной истории. И когда наступит этот момент, те, кто верит, улыбнутся, потому что они знают, что то, что реально, всегда возвращается без необходимости быть объявленным. И, возможно, в этом и есть суть. Тэкук никогда не исчезал, они просто ждали подходящего момента, ждали момента, который найдет отклик в их душе, и когда этот момент наступит, миру не нужно будет ничего говорить, ведь все будет говорить само за себя, ясно, нежно и неоспоримо.